Всем привет! Ну вот, наконец-то я сделала для вас долгожданное видео стрижки. Укладку я вам показала этой стрижки в видео до. Ну, конечно же, я ссылочку вам поставлю под видео внизу, так что вы можете всегда свободно перейти и посмотреть, кто не видел, как делать эту укладку. Стрижка называется у нас шапочка. Как вот вы видели, сейчас я вам показывала линию изгиба. Как у нас с вами линия изгиба берется. Вы потом обязательно вернитесь к схеме, чтобы вы поняли, как нам сделать. Я называю это элегантной шейкой. У нас с вами не будет ноль, у нас с вами не будет тушевки, но у нас с вами будет достаточно короткая длина, но все же не лысенький затылок. И поэтому нужно очень аккуратно будет в этой зоне проработать. То есть надо будет найти линию изгиба шеи, отодвинуться от головы на расстояние 1 сантиметр. И плюс еще не забывайте, что пальчики наши, когда мы держим прядь, тоже имеют толщину. И, соответственно, где-то мы с вами отодвинулись в итоге на 2 сантиметра и делаем срез нашей первой контрольной пряди. Вот. Затем мы с вами, после того, как сделали по диагонали, вот вы видите, была схема, начинаем прорабатывать уже нижнюю часть и вводить в верхнюю линию, которую мы с вами создали. То есть вот верхняя часть, верхняя линия, которую мы с вами создали, это у нас с вами начало шапочки. Ну и вот обратите внимание, что рост волос у моей модели весь стремится к центру. И, соответственно, нужно сделать и оформить это красиво так, чтобы волосы не торчали, аккуратненько лежали. Поэтому вы увидите, и сейчас я делаю. Кстати, у нас не тяжелый срез, если вы видите, у нас зубчатый срез. У нас нет четкой линии, как у мужчин, то есть нет четкой окантовки. У нас все-таки такая достаточно рваненькая, легкая окантовка. Соответственно, мы с вами по диагонали дорабатываем нижнюю зону. Вот я вам показываю, что срез здесь неровный. И переходим к следующему блоку. У нас с вами мы делим прямыми проборами. Наша опять контрольная прядь будет по центру. Вот я вам показываю, как я ее взяла. Вы помните, что мы с вами уже создали одну контрольную точку. Это в предыдущем блоке, когда простригали. Теперь, взяв по центру прядь, ее натягиваете 90 градусов и стрижете под 45. Нижняя у вас точка контрольная. Вы должны из нее сделать 45 градусов, пальчики поставить и простригать. Вот эти вот контрольные пряди, когда мы с вами дальше уже переходим на диагональные проборы. Я вам рекомендую стричь диагональными проборами для того, чтобы вы не теряли свои контрольные точки. Вы дальше переходите диагональными проборами. Все прекрасно видно. Вот обратите внимание, две контрольные у меня линии есть, точки, нижняя и верхняя. И я все прекрасно вижу, сохраняю длину. Схему я вам показала. Или не показала. Наверное, покажу дальше. В следующем блоке я вам покажу схему, как простригать. У нас с вами идет наша контрольная прядь двигается. Здесь вот, кстати, видите, обратите внимание, вот так как я простригла этот блок, я делаю проверку. Смотрите, у нас каждая предыдущая прядь, каждая простриженная прядь является контрольной прядью для следующей. То есть в итоге наша линия, которую мы с вами создаем, должна повторить форму головы. Это такое же вот условие, как в равномерной стрижке. Но не забывайте, так как у нас стрижка-шапочка, это градуированная стрижка. Поэтому помимо того, что вы должны стричь все пряди одинаковые по длине, имеется в виду по рисунку под 45 градусов, вы должны еще соблюдать сам радиус, то есть форму головы. И только в этом случае у вас получается тогда правильная форма. Так как вы стригли по диагонали, да, в одну сторону, то мы с вами делаем проверку еще по диагонали в другую сторону. То есть также вы берете пряди, также переходите плавно из одной пряди в другую и проверяете. Все должно у вас идеально совпасть. Ну, вы видите, я постоянно щелкаю ножницами. Это не значит, что там у меня криво. Это значит, что просто я сразу облегчаю. То есть я делаю поинтинг для того, чтобы у меня сразу волосы красиво ложились. Переходим к следующему блоку. У нас с вами также
появляется контрольная прядь нижняя. От нее мы с вами, вот где я вам написала контрольная прядь на картинке, от нее мы также строим продолжение нашей линии. И вот как раз схема, про которую я вам говорила. То есть каждая предыдущая прядь является контрольной для следующей пряди. То есть она у нас двигается, контрольная наша прядь, она подвижная. Она не стоит на месте, как у боб-каре. Так как боб-каре тоже градуированная стрижка, также 45 градусов. Затылок у боб-каре и у шапочки отличается только тем, что шапочка у нас имеет одну длину по всему кругу головы, то есть по всему овалу, а боб-каре у нас идет на удлинение к лицу. Поэтому обязательно соблюдайте правила. Все это я подробно ставлю ручку на своих обучениях, так что приходите, пожалуйста, ко мне. Я даю техники Видал-Сасун, это классические стрижки, вот то, что я вам сейчас показываю. И также я даю креативную технику, это Тони энд Гай. Поэтому, пожалуйста, записывайтесь, звоните, всегда буду рада вас видеть. Опять же, видите, мы простригли с вами зону и сделали двойную проверку. Первое — это у нас натяжение линии прямо, да, к голове 90 мы срезаем с вами, а сейчас мы пошли уже по диагонали. И опять же делаем проверку. Никогда не ленитесь, каждый постриженный блок проверяйте. Помимо того, что мы с вами проверяем проборами, мы также будем проверять руками. Руки берете из одного и того же места по локону и равномерно двигаетесь по длине этого локона. Вы увидите, как я это делаю, я там дальше показываю. И вы должны будете понять, где длиннее, где короче, то есть это все будет чувствоваться. Девушка один раз ходила у меня, подстриглась где-то, и сейчас мы немного исправляем ей стрижку. У нас макушка коротковато была отстрижена. У шапочки макушка удлиненная, потому что мы с вами должны соблюдать угол 45 градусов обязательно, и поэтому у нас верхняя часть у шапочки, она все-таки подлинней. Сейчас у меня нет этой длины, поэтому мы с вами обыгрываем то, что есть. И поэтому вы посмотрите, как бы верхняя зона у меня будет уже стричься по прямой. Вот руками я показываю, как я проверяю. Старайтесь поймать локоны из одной и той же зоны, чтобы у вас какого-то конфуза не получилось. Вот если вы посмотрите, мокрый вид, а уже волосы очень хорошо ложатся. Затем мы с вами переходим к височно-боковой зоне. И чуть-чуть выберите для контроля о себе прядки с затылочной зоны. У нас с вами самое главное условие. Определите центр. Центр у нас является с вами ушко. Вот здесь я вам показала центр уха. Это является наш контроль для длины. Я, как видите, не открываю ухо. Мы решили со своей моделью сделать немного ушки прикрытые. Но я для вас подготовила следующее видео. Мне осталось его только озвучить для вас. Там я открываю полностью ушки, и я тоже объясню, как правильно в женских стрижках делать, и чем отличается открытое ушко женщины и открытое ушко у мужчины. Значит, мы с вами сделали окошко, определили центр, и затем уже подтягиваем к этому окошку волосы с затылочной зоны и волосы с лицевой зоны. Поэтому будьте очень внимательны. Создав окантовочную линию, мы с вами переходим уже к стрижке. Здесь мы стрижем с вами по диагонали. Обратите внимание, как я беру. У меня контрольные точки, вот я вам показала где. И, соответственно, эти контрольные точки, одна идет у меня с затылочной зоны точка, и одна у меня окантовочная линия среза на виске. И, пожалуйста, опять же, соблюдайте. Показала я вам схему. У нас с вами, как всегда, простриженная наша линия является контрольной для следующей пряди. И только у лица вы подтягиваете все уже к той пряди, которую вы простригли. То есть у лица вы не двигаетесь, старайтесь натянуть от лица пряди. Волосы лучше вы потом подойдете к челке и пострижете отдельно, чем вы зарежете, потому что у некоторых рост волос бывает достаточно сложный.
Бывают большие глубокие залысины, поэтому, чтобы не открыть и не испортить стрижку, пожалуйста, будьте очень аккуратны и внимательны. Вот мы с вами сейчас в данный момент свели наш височек и затылочную зону. Вот обратили внимание как. Но если не обратили внимания, я вас заговорила, то, естественно, вы можете сейчас посмотреть уже на противоположной стороне, потому что мы с вами перешли на левую сторону. Опять же, видите, центр ушка. Делаем окошко. Вот, выстригла, видите? Так, и начинаем подтягивать. Подтягиваем затылочную зону. Убирайте волосы, если вам мешают. Не стесняйтесь. Все, встригаем в нашу стрижку, в нашу линию. И подтягиваем с лицевой зоны. То есть височек наш подтягиваем. Также его оформляем. Дочищаете. Угу. И начнем сейчас потом с вами снова стричь опять же. И вводите, пожалуйста, так как у нас с вами было на затылке прострижено отдельно, вводите, пожалуйста, все красиво в височек. Переходите к следующему блоку и продолжаем стричь. Берете за контроль немножко волос с затылочной зоны. Линия окантовки тоже у вас уже есть. И с вами соединяем эти две точки. И у нас опять же, вы если потом возьмете волосы и посмотрите, у вас опять же будет 45 градусов. Если вы правильно, конечно, подстригли. Хотела я с вами поговорить. Собираюсь я делать прямые эфиры, потому что все время много вопросов вы задаете, пишете. Так что вы скажите, на какую тему вы хотели бы прямые эфиры видеть. И будем общаться напрямую, так как я уже организовала себе небольшую студию. Если вы следите за мной в Инстаграме, я уже выставила ее, показала. Так что у меня есть возможность, независимо ни от кого, в любое время встречаться с вами тогда, когда мы хотим. Значит, смотрите, сейчас что я делаю. Так как у меня макушка коротковата, мне нужно все-таки красиво ввести вот эту нашу верхнюю затылочную зону со средней затылочной зоной. И поэтому я беру, да, мы с вами, видите, по диагонали, естественно, все проборчики делаем. У меня является контрольной та прядь, которая у нее уже есть простриженная. Если нет, вы задаете сами длину. И вводите в стрижку, потому что нам с вами надо затылок сделать плавненький. Обратите внимание, что если где-то есть треугольнички, я свожу наши боковые зоны с зоной уже верхней затылочной. И мы с вами переходим на топ-зону. Кстати, девушка ко мне пришла, как вы обратили внимание на фотографии, седая. Я ее покрасила. У нее такой холодный шоколад получился. Если кому что-то интересное из цвета, опять же, спрашивайте. Я вам с удовольствием напишу рецепт. Если вы знаете не все нумерации красок, красителей, если вы еще пока так плаваете в этом, ну, колористику, конечно, я вам могу дать. Но если вас интересуют уже конкретно какие-то номера по какому-то бренду, ну, вы просто спросите меня именно, чтобы я вам написала в вашем бренде, в котором вы читать умеете. Я даю колористику, и, соответственно, колористика у меня не привязана к какому-либо красителю, к какому-либо бренду. Я вам рассказываю именно, чтобы вы понимали, как читать все бренды, из чего состоят эти краски, из каких номеров и что под номером этим сказано. Так что после того, когда вы пройдете колористику у меня, соответственно, вы будете понимать любой краситель по номеру. Вы обязательно проверяете височки. Мы с вами челку сейчас задаете челку, и мы с вами челку вводим в наши виски. То есть все делаем плавненько, все очень делаем красиво. А вот я сейчас проверяю длину лево-право, как вы видите. Дорабатываю, если мне что-то не нравится. Вы тоже не стесняйтесь.
Нет таких людей, которые идеально на глаз все могут сделать. Поэтому обязательно себя контролируйте. Вот вы видели, обратили внимание, как там зарезана была макушка, прям там такой вот уголочек торчал. Поэтому мне надо плавненько сейчас все свести. Если вы не видели, то отмотайте назад, там вообще четко видно. Просто видите, каждый мастер по-разному стрижет. И вот теперь у нас, так как контрольная прядь там уже есть, мне надо немножко выровнять форму. Я даю своей модели немного асимметрию, потому что она все время носит на бочок. У нее не сильная асимметрия, небольшая. Я вам показала, как это делается. У нас с вами контрольная прядь идет по линии самой короткой линии челки. И мы все с вами подтягиваем туда, к нашей контрольной пряди, которая именно на расстоянии линии челки, на уровне линии челки, имеется в виду короткой части челки. После того, как вы простригли уже топ-зону, мы с вами должны свести обязательно топ-зону с нашими боковыми линиями. Немного, вот это вот у нас с вами идет челка, которая чуть-чуть длинней, поэтому вы видите, уходите где-то на расстояние уха, и тут уже начинаете сравнивать. Это для того, чтобы вы не зарезали длину челки. У нас с вами там должен появиться уголочек, который вы просто смягчаете. Вот сейчас вот здесь, наверное, будет видно. Вот видите, небольшой уголочек есть, и вы здесь его смягчаете. То есть вы соединяете топ-зону с височной зоной, то есть с боковой зоной. Он обязательно у вас будет, если вы все правильно простригли. Вот здесь я себя проверяю, все ли у меня ровно, красиво. Где-то, если что-то не нравится, еще раз говорю, не стесняйтесь, пожалуйста, доработайте, для того, чтобы потом клиенту было комфортно. Вот я вам показываю, как у нас собирается затылок к центру. И когда мы с вами уже простригли стрижку, мы с вами начинаем дорабатывать вот эту зону затылочную, нижнюю затылочную на шее. Мы с вами методом поинтинг, естественно, все это облегчаем. Видите, я использую даже слайсинг, для того, чтобы у нас волосы не торчали, у нас лежали волосы по шее, чтобы было все красиво. Они все равно будут собираться к центру, волшебства не бывает, но вы должны сделать так, чтобы они не торчали, то есть лежали аккуратно. Я буду подчищать дальше еще машинкой, потому что низкий рост волос, пушочек надо убрать. Но мы с вами не делаем четкую окантовку, как у мужской стрижки. У нас достаточно мягкая, рваненькая линия. Я вам в самом начале показывала, как она делается. Здесь вы линию не утяжеляете, а просто дорабатываете. Заодно, видите, я как бы уже методом поинтинг облегчаю затылок. То есть я делаю более легкий, более мягкий, более такой воздушный. Никаких тяжелых линий у меня нет. Потом вы на фотографии уже и в укладке видели, как это выглядит. И сейчас в конце видео я вам тоже это покажу. Аккуратненько вы держите правильно ножнички. Эта техника называется на расческу, да, поинтинг на расческу. Но дальше мы, когда с вами перейдем сейчас на затылочно-макушечную зону, я перейду, естественно, поинтинг на пальцах у нас с вами будет. Вот сейчас уже машинка, чуть-чуть подчищаете. Так как у нас длина с вами есть, у нас затылок с вами не лысый, нижняя затылочная зона, мы с вами аккуратно поднимаете, вот видите, я подняла расческой, поднимаете волосы и дочищаете. Это для того, чтобы вы не срезали лишнюю длину. У нас, видите, все-таки шейка прикрыта, поэтому аккуратно работаете. Вот я увидела, что все равно где-то что-то у нас подтарчивает, и чуть-чуть дорабатываю. Поэтому очень внимательно подходите, смотрите со всех сторон. Конечно, бывают затылки более сложные, и просто стоят и растут волосы не так, как у меня к центру, а именно наверх. Тогда в этом случае, конечно, приходится либо оставлять длинные, либо выбривать.
Все это я расскажу вам на обучении, когда мы с вами уже будем сталкиваться с моделями. Дальше мы переходим к укладке. Если ваша модель не укладывается, то, соответственно, вы просто тогда сушите по направлению. Используйте при укладке 2 расчески, прикорневую обязательно, и дальше брашинг для того, чтобы доработать, разгладить волосы. И мы дальше уже дорабатываем стрижку. Методом поинтинг я облегчаю, я вам хорошо здесь показываю. Все крупненько. Вот обратите внимание, очень аккуратно на расчесочку поднимаете прядь и делаете глубокий поинтинг. Кстати, уже видите, как затылок лежит, нигде ничего не топорщится. Прекрасная формочка. Переходите на другую сторону, также все делайте красиво. Если у вас девушка любит более рваное, то тогда еще дополнительно используйте слайсинг у лица. Можете облегчить, сделать такие пейсы более легкие и рваненькие. Все волосы дорабатываем, все облегчаем. Но не переборщите, не надо делать из этой стрижки лысую стрижку. Стрижка должна быть достаточно массивная, достаточно объемная, но легкая в укладке. Аккуратненько все зоны. Что самое интересное, вот видите, я перешла уже на пальчики. Сейчас вы обратите внимание, как я буду облегчать топ-зону. То есть вот макушечную зону, верхнюю затылочную и топ-зону. Вот обратите внимание. Сейчас еще не начала, но увидите. Значит, здесь суть в том, чтобы у нас с вами красиво рассыпалась макушка. У моей модели я вам сейчас покажу. Макушка немного, скажем так, раскладывается. Поэтому тут есть такие разные хитрости. Вот смотрите, вы натягиваете с затылка вперед волосы, то есть к лицу, для того, чтобы у нас была с вами более пушистая. По бокам вы опять же натягиваете волосы к центру с одной стороны, потом переходите на противоположную и опять натягиваете к центру. За счет этого, и мы с вами даем филировку, да, за счет этого у нас с вами более пушистая получается макушечка. То есть очень красиво, получается, рассыпается. Попробуйте эту технику, когда вы подтягиваете все, как бы центральную точку нарисовали, и все подтягиваете к центральной точке. Всю мы с вами зону эту прорабатываем, все. Вы, кстати, всегда проверяйте, не ленитесь, насколько хорошо вы все проработали и не оставили ли где тяжелых линий, чтобы потом эта линия тяжело не падала. Видите, какая она уже красивая получилась. И сейчас вот я вам покажу еще одну технику. У нас она как выщик получается. Мы с вами будем скользить под корешок. Вот я вам говорила про макушечку, которая раскладывается. Так как я укладку сделала, у меня, конечно же, лежит идеально. Но в домашних условиях она раскладывается. И поэтому нужно сделать так, чтобы ее было легко создать объем. Поднимаете на расческу волосы и аккуратненько делаете выщип. Вы методом скольжения делаете. Ножницы не закрываете. То есть у вас получается слайсинг прикорневой. Именно скользите по прядкам. Главное, не закройте ножницы, иначе будут у вас пенечки. Ну, в общем, стрижку мы практически доработали. Стрижка получается очень красивая. Если вы будете соблюдать правила, у вас она всегда получится. Здесь главное условие, слушайте, я вам рассказала там в начале, отмотайте и повторяйте. Челку вы можете делать более легкую, более тяжелую, это все зависит, более короткую, если хочется. Это все зависит от того, как хочет ваш клиент, ваша модель. Моя любит длинные челки, я бы, конечно, ей отрезала побольше, но, к сожалению, хозяин барин. Так что я на этом буду прощаться. Вы видите, все волосы сдуваете, раскладываете потом, и дальше у вас модель будет красивая. Я всех вас жду на обучение. Я вас всех люблю. Спасибо, что вы меня как бы тоже помните. Подписывайтесь на меня, пожалуйста. Жду вас. Пока-пока.